Вітаю у своєму саду нових глядачів і постійних шанувальників. Я Світлана, мій садок знаходиться під Києвом, і я знов рада вас бачити. Дочекалися. Как я и обещала, встречаемся уже весной. Хоть и календарной, но все равно настроение от цифры на календаре 1 марта поднимается. Сегодня будет видео красивое. Я посмотрела, какие розы я вам не успела еще показать. И будем любоваться розами Дель Бар компании или питомника, как правильно. И розы Миян, какие я вам еще не показала. Может быть, некоторые из них вы в других обзорах видели, в обзорах желтых роз или в тематических обзорах сортов. Ну, а сегодня такая красивая, я бы сказала, даже шедевральная подборка. Идемте любоваться. По традиции расскажу немножко о питомнике Дель Бар, как и про все другие рассказывала. Это один из самых признанных питомников мира. Не такой старый, как предыдущие, о которых я вам рассказывала, но его история начинается с 1935 года. Основатель, французский садовод и селекционер Жорж Дель Бар. Особое внимание в своих разработках они придают аромату розы, что и не странно. Вот это, кстати, роза Chandas Beauty. Я вам ни в одном обзоре ее не показывала, но она у меня есть. Как-нибудь мы ее посмотрим. Так вот, про питомник. Он сотрудничает с самыми известными парфюмерными домами. Привлекает профессиональных парфюмеров в свои селекционные программы. Даже особая у них есть программа «Пирамида запахов». По аромату роз специализируется. И питомникам разработаны особые ароматы, сложные такие, лесные, какого-то травяные, мхов, грибов каких-то. Такие ароматы сложно передаются, сложно их осуществить и сделать, скажем так. Но основной, конечно, упор у селекционеров Дель Бар – это получить здоровые, красивые розы, устойчивые к морозам, невосприимчивые к болезням. Очень популярны розы у селекции Дель Бар и почвопокровные, и флорибунды, и чайно-гибридные, даже есть плетистые. Ну, плетистая у меня только одна, покажу. Ну, а начать свой обзор роз Дель Бар хочу с очень необычной розы, узнаваемой. Если у вас ее нет, срочно заказывайте. Тьерри Маркс, 2019 год. Флорибунда. Заявлено, что она метр, у меня где-то 1,20 м, 1,40 м была. Посажено 2 куста. Обзор этой розочки есть на моем канале, можете отдельно открыть, посмотреть. Распускается она такая бело-розовая, как вот этот бутон, а в центре у нее тайна. Серединка темно-фиолетовая, даже чернильная. Куст вот такой ладненький, крепенький. Это возле дома. Цветок при раскрытии плоская розетка. Наружные лепестки, видите, светлые. Серединка темнее. Но в тени у нее не так выражен фиолетовый этот цвет. Вот этот куст растет на розовом кругу, темный центр от солнышка. Это роза из серии «Великие повара». Тьерри Маркс – звездный шеф-повар. Сам цветок где-то 10-12 сантиметров. Наружные лепестки выгорают, и такой эффект волшебный создается, светлое с темным.
Роза имеет почетные награды и грамоты. Морозостойкий, устойчивый к заболеваниям. Куст темный, лист красивый. Розой очень довольна, ароматно. И постоянно на ней бутоны. То есть цветы, то бутоны. То есть куст постоянно хоть один-два цветка, но имеется. Красивая роза. Следующая роза Регис Маркон. 2011 год. Раньше была создана, чем Thierry Marx. Имеет цветы чем-то напоминающие розу де Мондитьер, но немножко больше у нее малинового. Красно-малиновый такой цвет с фуксиевым. В 2012 году сорт был награжден. Лепесток немножко как раскручивается, выгибается, густо махровый. Видите, сколько бутонов на розочке, цветет обильно. Куст сам не очень большой, до метра. И тут у меня вот эта Миранда Ламберт, ее, конечно, закрыла своей мощью. Она там на заднем плане, сейчас мы ее немножко только увидим. Сочетание немножко прикрывает Регис Маркон. Вот эта Миранда на себя внимание берет. Цветок у нее где-то до 10 сантиметров. Очень ароматно, очень красиво. На срезку хороший этот сорт. Молодые побеги у нее красного цвета. Ну, такого бордового, с красным оттенком. Сорт награжден мировыми наградами. Куст у нее довольно узкий, не широкий. Еще одна шедевральная роза. Дельбар Ля Роз де Малинар. Растет у меня вот тут на большом кругу. 2008 год селекции. Шарап. Роза очень высокая. Выпускает такие вот длинные, видите, удочки, стрелки с массой цветов, бутонов. Цветет периодами. К сожалению, отдельного крупного плана цветка нету, но, как вы можете видеть, цветок лососево-розового цвета. Но на солнце он больше даже с оранжеватым, а вообще такой лососевый цвет у нее. Густо махровый и имеет аромат духов. Ароматно очень роза, обильно цветет. Получила даже она, кстати, приз «Душистая роза». Очень много наград у нее. Красивая, хорошая. Я думаю, я ей место очень правильно выбрала. По кругу проходишь, и ее постоянно аромат ощущаешь. А это узнаваемая роза Анри Дельбар. 2018 год селекции. Чайно-гибридная. Очень высокая. Узнаваемый цветок. Плоская такая розетка. В начале цветения больше желтых оттенков, а потом желтый уходит в тень и малиново-розовые переливы. Держит дождь хорошо, держит солнце хорошо, эта розочка. Ароматно. Возле Шекспира 2000 у меня тут растет. Немножко он поймала черную пятнистость. Это уже начало сентября съемка. Видите, холодные вечера, и цветок начал оттенки менять. У меня к ней один только вопрос. Почему так мало цветов? Мало. Она как-то цветы выдает очень скромно, как подарок. Получаешь вот такие огромные красивые цветы. Получается, даже букет нарезать из 3 цветов проблема. Или закрыт, или уже отцвел. Вот такая красотка своенравная. Аромат у нее манго и каких-то немножко цитрусовых, сладковатый. Ну, а это роза Папи Дельбар.
Плетистая. 1995 год селекции. Наросла у меня очень мало. Посажена в 23 году. В 24 такая жара не дала ей красиво даже и зацвести. Штук 8 цветов я увидела. Она у меня наверх не сильно и наплелась. Вот тут вот вместе с Джон Сильвер Лонгом растет вокруг дома. Ну, не знаю. В этом году буду за ней наблюдать. Желто-персиково-оранжевый оттенок. Цветок не сильно махровый, но он вот так вот и распускается. Серединка едва-едва проглядывается. Но ароматно. Аромат грейпфрута, это точно. Как заявлено, вот такой немножко странный грейпфрут с персиком, наверное. Ну, а следующие розы будут селекции Миян, которые я вам не показывала в подборке про тот питомник. Первая роза Les Quadre Seasons, 2003 год. Очаровательная почвопокровная розочка. Пышный, обильный куст, но, как все почвопокровные розы, в ширину растет больше. Видите, стелется по дорожке, и с одной и с другой стороны у меня 2 куста, и я плети, к сожалению, обрезаю сильно, потому что тут вообще не пройдешь. И Хакура Нишики на дорожку выпала, и Les Quadre Seasons. Очень много у нее бутонов, до 15-20 даже, может быть, в одной кисти. И прямо такая воздушная розовая пена лежит вдоль дорожки. И проходить даже как-то страшно, чтобы не наступить на них. Вадим Петрович всегда говорит: Света, заверни эту розу или подними. Видите, когда цветок отцветает, он такой немножко светлеет. Много лепесточков, так сложены розеточки эти. Сорт очень морозоустойчивый. Я вот эту и еще одну почвопокровную розу покажу, не укрываю зимой. Просто обрезаю очень коротко, сантиметров 10, вплоть сантиметров 10. Так и есть. И они вот так нарастают, эти ветви, до минус 40 держит мороз. Устойчив и к заболеваниям, и к дождю. Но обработки я, конечно же, их делаю. Очень колючие. Видите, какие колючки, загнутые в другую сторону. Цветет постоянно. Дождь держит отлично. Видите, в каплях даже красивее она в дождь. Такой густо-махровые розеточки. Хочу в этом году приподнять, так попробовать их, такие как фонтан. Видела, видеосетки ставят и поднимают их. Но сильно мне тут не поднять. Тут растут гортензии по краям. Сильно мне их в высоту не надо. Ну, хотя бы полметра, если. Посмотрим, как у меня получится. Следующая роза, опять же, узнаваемая. Я вам ее показывала в подборках про желтые розы. Это Gloria Day. Очень старая, 45-го года селекции. Самая популярная, чайно-гибридная. Почему-то многим она не нравится. Но я и знаю почему. Потому что пишут, что недолго держит цветок. Так оно и есть. Она 20 дней не будет держать цветок. Максимум дней 5. Быстро раскрывается и быстро опадают ее лепестки. Единственное, когда прохладная погода, то тогда цветок чуть больше. То есть, когда ее цветение уже в конце августа, в сентябре, цветок дольше держится. Цветет и одиночно, и вот такими кистями. Видите, тут около 10 цветов у меня было. И красиво, что цветы и желтые, и отцветающие, и с розовым оттенком во всех стадиях распуска. Вот в таком цвете она, наверное, самая привлекательная. Куст довольно рослый. 1,20 м, 1,40 м. Листья темно-зеленые. Цветок большой.
следующая розочка, которую хотела показать вам. Это роза Надя Миян Декор, 2008 год. И опять же почва покровная. У нее бутоны по цвету чем-то перекликаются с Gloria Dei, да? Сам цветок по форме напоминает чайно-гибридную розу. А на самом деле это почва покровная, такое количество цветов, и цветет кистями. Одиночных цветов нету. Если один цветок, вот как на пирамидалис, там обязательно еще будут бутоны. Лист такой светло-зеленый, роза средняя, колючая, не такая, как Les Quadra Seasons. Ароматно очень. Эту розу часто, знаете, куда используют? Для прививок, для штамбов. Красивые штамбовые розы из нее получаются. Длинные плети аж до земли стелятся. И такой эффект фонтана розового получается. И аромат еще по саду вдобавок. Представьте, какая красота. Ну, а я ее нещадно подрезаю, потому что нам как-то по дорожкам ходить надо. Оставляйте почвопокровным розам много места. В ширину они могут быть до 2 метров. То есть в одну сторону 2, в другую 2. Представьте, какую площадь они могут закрыть. Вот это роза в стадии начального распуска. Красиво. Когда совсем распускается, она, конечно же, цветок серединку чуть-чуть показывает. Но это роза, которую хотят и любят все. Диди Бриджуотер, 2003 год, плетистая роза, названа в честь американской джазовой певицы Диди Бриджуотер. Молодой кустик, это у меня позапрошлого года съемка, и как много цветов. Цвет лососево-розовый, коралловый даже я бы больше сказала. Большой, для плетистой розы это очень большой цветок. Густо-махровый и сама по форме роза красивая. В прошлом году она у меня как-то не так ожидаемо пышно цвела. Цветы-то были большие, красивые, но хотелось бы, чтобы их больше. Я видела в видео прямо стеной эти розы. Как вот у меня роза парфюм Роял. Жду такого же цветения Диди Бриджуотер. Надеюсь, в этом году будет. Заявлено, что на высоту в 3 метра возьмет легко. Плети довольно гибкие, можно сгибать, но средние гибкие, я бы сказала. Бутоны, смотрите, какие большие. Достаточно хорошо переносит дождь. Не портится у нее бутон. Капли дождя высыхают, стекают, и роза просто расцветает дальше. Красиво, что цветы такие большие и кистями цветет. Эффектно очень. Многие, как я сказала, этот сорт очень любят. И заслуженно. Красиво и на фоне хвойных. И если в ноги ей посадить какие-то невысокие, белые или желтые розы, наверное, будет очень эффектный обзор, такой вид. Ну, вот, в принципе, все, что я хотела сегодня сказать про свои розы. Порадовать вас первый день весны такими красивыми красками. Совсем скоро так и будет. Зацветут наши цветы. Первые там первоцветы, нарциссы, крокусы. Ждем. У нас еще холодно ночью. Такой средний хороший минус до минус 10, а днем 0, плюс 1. Но вы знаете, как весной все стремительно меняется. Сегодня одно, а завтра просыпаешься, уже зеленая трава. Работы в саду, как ни странно, очень много. Я думала, это осенью, пока я розы укрыла, пока рододендроны, пока то. А сейчас еще больше. Все почистить, убрать, чтобы было красиво. Ну что, встретимся через несколько дней. Расскажу вам опять что-то интересное или полезное. Задавайте свои вопросы в комментариях. Я вам там обещала про химию для сада рассказать, показать, какую купила. Наверное,
видео будет про это. Сейчас смотришь, любуешься такими красивыми кадрами летними, и не верится, что совсем скоро это будет, и все зацветет. Как говорят, хочешь узнать свое будущее, начни его творить прямо сейчас, и узнаешь. Ко мне придут совсем скоро лилии новые, буду сажать, чтобы любоваться. Летом было новыми сортами, показывать вам. Вот тут, видите, дождливый такой хмурый день, а как ярко и парадно смотрится клумба, переливается оттенками. Сочные, насыщенные цвета такие. Ну все, буду прощаться, а то можно любоваться розами бесконечно долго. Всего хорошего.